Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю нежнейший, буквально кремовый на вкус яблочный пирог на кефире с очень большим количеством яблок. Пирог этот будем готовить в виде розы. Пирог получается необыкновенно просто вкусным для всех любителей яблочной выпечки. Пирог этот готовится из самых простейших и доступных продуктов. Посредством он получается очень бюджетный, недорогой, и готовить его можно даже без применения какого-либо миксера. Я буду замешивать здесь миксером. Выпекать я сегодня буду в форме 28 сантиметров в диаметре. Для этого мне понадобится 4 яйца среднего размера. Добавляю туда 16 грамм ванильного сахара, щепотку соли. Взбиваю все это до состояния пены и добавляю 200 грамм сахара к яичной массе и взбиваю примерно 2-3 минуты, не дольше. Вот такая пышная побелевшая масса у меня в итоге получается. Добавляю туда сейчас 160 грамм, говорю в граммах, растительного масла без запаха и 280 миллилитров кефира комнатной обязательной температуры. Сразу отвечаю на вопрос в комментариях. Кефир у меня 1,5% жирности. Можно брать и 1% жирности. Это ничего страшного. Итак, все это просто перемешиваю. Просеиваю туда сейчас 320 грамм муки и 2/3 чайной ложки пищевой соды. Именно не разрыхлитель здесь нам понадобится, а сода, потому что на кефире тесто такое достаточно жидкое, кефир такой он достаточно резкий, поэтому лучше добавляем соду, чтобы пирог у нас хорошо поднялся, но не больше, пожалуйста, чем 2/3 чайной ложки соды. Итак, все перемешала. Отставляю сейчас тесто в сторону, буквально здесь на пару минут. Для начинки в тесто я беру 2 крупных яблока. Вес у этих яблок около 400 грамм в неочищенном виде. Нарезать можете как угодно. Я нарезаю вот такими вот ломтиками. Все как вам нравится. Все это перемешиваю просто до однородности с начинкой. Форма, как я уже сказала, у меня здесь 28 сантиметров в диаметре. Вот для этого пирога, так как у нас будет очень много слайсов из яблок, вот этих так называемых лепестков у розы, лучше застелить всю форму и боковины, и донышко у формы пекарской бумагой. У меня форма 28 сантиметров в диаметре. Если вы хотите и вам нужен пирог поменьше, допустим, 20 сантиметров в диаметре, просто смело берите всех продуктов в 2 раза меньше. И время выпекания тогда будет, конечно же, короче у того пирога. Итак, подготовила сейчас само основное тесто. Вот таким образом я сейчас на терке мандолина или слайсер, как хотите называйте, я натираю яблоки. Мне для декора понадобится 5 крупных яблок. Вес у них чуть больше килограмма. Ну, можно сказать, килограмм. Я разрезала до сердцевинки яблоко сейчас ножом, чтобы у меня слайсы сразу выходили вот такими дольками. Не прорезаю сердцевинку и натираю вот на этой мандолине. Вы, естественно, все это можете нарезать ножом. Не слишком тонко, где-то 3 мм. Они должны быть у нас в ширину, эти слайсы яблочные. У нас остается одна сердцевинка, 2 дольки я срезаю по бокам, также натираю это все на терке. Прекрасно это все будет сейчас у нас использовано в пирог. И следующее яблоко, также покажу вам, кто не понял, возможно, также натираю следующее яблоко. То есть нарезаем, не прорезая сердцевинку, но пополам яблоко, делаем надрез, так сказать. Если вы будете резать ножом яблоки, это будет помедленнее, конечно, чем на терке. Поэтому заранее тогда, перед тем, как вы будете замешивать тесто, подготовьте все яблоки и нарежьте их вот на такие слайсы. Иначе это займет время больше, и тесто у вас будет очень долго стоять. И показываю здесь опять на втором яблоке, как их натереть. До сердцевинки прорезаем и просто натираем на терке. Это делать очень удобно. И все яблоко у нас тогда получается так, как нам нужно. Вот когда таким образом нарезаем яблоки, это делается действительно буквально за пару минут. Поэтому тесто у меня уже стоит готовое. Зато так делать удобнее, чтобы яблоки у нас не заветривались и не темнели. И с другой стороны также. Я прорезала сердцевинку нечаянно, ничего страшного, тоже также можно натирать. Срезаю вот эти дольки у яблока, сердцевинку удаляю. И прекрасно все это можно использовать в пирог. Итак, у меня ушел килограмм яблок для декора, но эта форма большая, 28 сантиметров в диаметре. Если вам нужна маленькая форма, то у вас, соответственно, уйдет только 2,5 яблока, то есть полкило. И яблоки здесь лучше брать крупные.
потому что вот эти лепестки у розы должны все-таки виднеться. Вы можете и зеленые яблоки здесь использовать. Яблоки, конечно же, нужно брать с кислинкой. Все сорта везде разные в каждых странах, но, наверное, уже знаете свои яблоки с кислинкой. Я устанавливаю яблоки очень плотно друг к другу, чтобы у меня потом в разрезе все эти слайсы яблочные было видно. Их будет видно в пироге. Они не превратятся в кашу благодаря вот этому тесту. Они будут прекрасно у нас раскусываться. Но яблоки берите такие покрепче, чтобы они у вас хорошо потом пропекались. Но и в то же время держали форму. Я здесь намеренно даже яблоки для начинки не очищала, чтобы их тоже было видно. Выпекать этот пирог я сейчас буду при температуре 180 градусов Цельсия в заранее разогретой духовке на режиме верх-низ без конвекции на среднем уровне в моей духовке 1 час 10 минут. Возможно, в вашей духовке нужно чуть больше или чуть меньше времени. Пирог сверху я ничем не накрывала. То есть вот как они у меня стояли, эти яблоки, они немножко, конечно же, подрумянятся. Во-первых, они очень красные у меня яблоки сверху, поэтому кажется, что они такие темные стали. Если вы будете, допустим, зеленые или такие розовые яблочки использовать, у вас не будет такого интенсивного цвета, когда у вас уже выпечется пирог. Проверяю также в месте, где у меня вот тесто есть, деревянной шпажкой на его готовность. То есть она должна выходить из пирога сухая и чистая. Первые 50 минут духовку не открываем. Это важно, чтобы пирог не осел. Итак, у меня прошел час 10 минут. Вот так превосходно испекся пирог. Яблоки нигде не подгорели, просто они стали более темными, естественно, от выпечки. Как только он у меня уже остыл, так более или менее, не совсем еще даже до комнатной температуры, я снимаю с него разъемное кольцо и удаляю бумагу для выпечки. Вот здесь для этого пирога, еще раз повторяю, очень важна бумага для выпечки. Не для каждого пирога важна она, но в этом случае важно, потому что яблочные слайсы очень здесь тоненькие, и мы их проставляли очень часто друг к другу. Предпосылкой для этого служит сама консистенция теста, то есть более жидкое тесто, побольше яблок добавляем, чтобы они держались там и не расплывались при выпечке. Когда используем сливочное масло в тесте, тесто более плотное, тогда можно яблоки более так пространно друг от друга расставлять. Я смазываю пирог, чтобы он смотрелся очень красиво, эстетично, и блеск у него будет такой красивый. Блеск этот сохраняться будет еще пару дней на этом пироге, если он у вас даже в холодильнике будет стоять. Смазываю я его абрикосовым джемом. Буквально пару столовых ложек можно растопить в микроволновке, и вот так вот прекрасно смазывается обычной силиконовой кисточкой каждый лепесточек, вот этот яблочный у нашей яблочной розы. И пирог лучше смазывать еще в не до конца остывшем виде. Можно даже прямо теплым смазывать. Потому что яблоки, чем дольше они будут стоять без всякого покрытия, они же уже и так подсохли у нас в духовке, и они еще при воздействии воздуха могут подсыхать. А так лучше уже, когда только что испекся, сразу смазать джемом, и они будут превосходно выглядеть. Вот такая шикарная розочка у нас получилась. Пирог готовится вот именно по трудозатрате очень быстро. Получается очень красивый. Порадуйте всех своих близких. Всегда и по вкусу, и по внешнему виду он очень всем нравится. И продукты здесь простейшие, самые бюджетные мы берем. Посыпаю сахарной пудрой. Вот так вот пирог смотрится с сахарной пудрой. Но сахарной пудры, естественно, используем минимальное количество. Так он, возможно, более эстетично смотрится с сахарной пудрой. Это все на ваше усмотрение. Просто показываю вам, как так и как так он будет смотреться. Пирог превосходно держит свою форму. Пирог ни в коем случае не клеклый внутри. Он весь полностью пропеченный. На вкус он очень напоминает нежнейший чизкейк. То есть есть вот французский пирог с яблоками, который так называемый невидимый пирог. Он как бы смешивается, там яблоки с тестом. Здесь на вкус как чизкейк. Вот чем-то напоминает очень запеканку такую яблочную. Прорезаю здесь строительным ножом. Чтобы красивый был разрез в таких пирогах, яблоки карамелизированные лучше всего прорезаются именно таким ножом. Этот нож я использую всегда только для тортов, особенно для элементов из мастики, и поэтому вот такой надрез можно сделать именно, чтобы яблоки были очень красивыми. Нож у меня чистейший, естественно. Я для камеры забыла сразу сделать пробу на шпажку, сейчас показываю вам. И еще раз убеждаемся, что пирог, все тесто идеально пропеченное. Палочка выходит сухая и чистая, но мне понадобилось вот для такой большой формы 1 час 10 минут. Возможно, минут 45 вам понадобится для маленькой формы.
И это все будет зависеть только от вашей духовки. Вот такой превосходный разрез. Благодаря тому, что я не снимала кожицу яблок, видны вот эти розовые яблочки внутри. Вот такой нежнейший, легкий, едва дотрагиваюсь вилкой, он уже надламывается. Я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.